Ключевые слова – это вопросы пользователей интернета, которые вводят в поиск Google, Яндекс и других поисковых систем с целью получить на них релевантные ответы. В данном видео мы рассмотрим, как собрать огромный список поисковых ключей и при этом ничего не потерять. Также мы рассмотрим, как отфильтровать огромные списки поисковых ключей, убрать мусор всего лишь за пару минут. Дополнительно я покажу вам инструменты, которые используются для поиска поисковых ключей, платные и бесплатные, а также расскажу преимущества использования каждого инструмента. Дополнительно мы также изучим параметры: частотность, уровень конкуренции в SEO, уровень конкуренции в контекстной рекламе и стоимость клика. Ну что ж, поехали! Для сбора семантического ядра или списка поисковых ключей используют платные и бесплатные инструменты. Бесплатные инструменты: Google Keyword Planner, WordStat, Яндекс, Статистика, Mail.ru. Словоеб – это урезанная версия программы KeyCollector. Google Trends, Uber Suggest. Этот инструмент купил известный SEO-специалист Neil Patel и пообещал, что он всегда будет бесплатный. Answer the Public. Этот инструмент также работает только для англоязычного сегмента. Он собирает огромное количество предлогов, вопросов, сравнений и других форм. Поисковые подсказки. Это можно использовать как в Гугле, как в Яндексе, также в Reddit, Википедии, Пинтересте и множестве других сайтов. Однородные запросы или скрытый семантический индекс. Многие еще называют их LSI, Latent Semantic Index. А также используйте бесплатную утилиту генератор поисковых запросов. Платные инструменты: Ahrefs, Serpstat, Semrush, Majestic SEO, Moz, Keyword Tool, а также программы как KeyCollector и Scrapebox. Ссылки на все бесплатные и платные приложения будут в описании. Далее мы рассмотрим на примерах, как правильно пользоваться всеми этими инструментами и не затрачивать много времени. Во время просмотра видео, если информация для вас полезная, не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки. Эй, хейтер, что ты там уже дизлайк лепишь? Хотя бы видео досмотри до конца. Или напиши в комментариях, что не так. Сниму отдельный видос по твои требования. Ну что ж, как же без них? А мы поехали дальше. Итак, давайте перейдем непосредственно к обзору SEO-инструментов, которые помогают собрать список поисковых ключей. У нас в блоге расписана полная информация о том, как необходимо искать поисковые ключи. Это гайд, в котором вы увидите все инструменты, множество примеров, скриншотов. Эта информация будет полезна как новичкам, так и опытным специалистам. Первый инструмент, который мы сегодня рассмотрим, это Uber Suggest. Этот SEO-тул купил известный западный SEO-специалист Neil Patel за $120 тысяч. И с его слов он уже вложил столько же в его развитие. Обещал дальше вкладывать и создать SEO-тул, который сможет конкурировать со многими платными инструментами, такими как Ahrefs, Semrush, Moz, Majestic и тому подобное. На сегодняшний день этот SEO-тул бесплатный. Neil Patel пока держит свое слово. Я вам скажу, что он действительно его усовершенствует, да, потому что раньше можно было работать на нескольких языках. Сегодня мы уже видим добавлено много языков, в том числе и русский. При этом я вам скажу, что он не всегда корректно работает. У меня пару раз срабатывал нормально, но сегодня что-то у меня не получается найти никакие ключи с помощью русского языка. Выдает какие-то ошибки, поэтому я покажу вам, как он работает на примере англоязычного ключа. Возможно, когда вы будете смотреть это видео, уже заработает и фильтр русского языка. Вводим ключевое слово, нажимаем Lookup. Инструмент буквально за пару секунд находит полный список поисковых ключей. Для этого необходимо будет скроллингом мышки опуститься немного ниже, и тут мы получаем список поисковых ключей. Как мы видим, найдено 1024 ключа.
Вся информация берется с Google Keyword Planner и Google Suggest. Список разделен на 4 колонки. Первая это непосредственно ключи, вторая это частотность, третья уровень стоимость клика в контекстной рекламе, и третья колонка это уровень конкуренции, да, в контекстной рекламе. Чем интересен этот SEO-инструмент? В том, что здесь можно ввести минус слова, да, сразу отсеять то, что нам не нужно. К примеру, допустим, вы не занимаетесь SEO-тулами, да, то есть вводим Tools, нажимаем Save, и инструмент выкидывает эти ключи с этого списка. Также здесь показана интересная графика, да, при наведении курсора непосредственно на графику, она показывает даже сезонность запросов, да, то есть в какие месяца этот запрос более популярный, что действительно довольно-таки удобно и полезно, да, и особенно если мы говорим про какие-то сезонные запросы, такие как подарки на 8 марта, там новогодние подарки и тому подобное. Идем вниз, и мы видим возможность экспортировать все данные в CSV формат. Нажимаем, экспортируем данные, открываем данный документ. Я вам скажу, мы его еще не добавили, такой формат CSV, в наш кластеризатор, именно эту версию, потому что в нашем кластеризаторе ключевых слов поддерживается CSV формат, но это какая-то неизвестная версия, мы над этим работаем и в будущем обязательно добавим автоматически. Сейчас это необходимо сделать вручную, то есть вы выделяете первую колонку, нажимаете данные, у меня на английском языке, возможно у вас на русском, нажимаете Text to Columns, получаем такое-то окно и нажимаем Next, ставим галочку кома, запятая, да, нажимаем Next, и все данные перекидываются непосредственно в столбцы, да, то есть мы уже видим Keyword, Search Volume, уровень конкуренции, вот почему-то стоимость клика у нас сделала в виде даты. Ну, давайте пока эти данные уберем. Будем рассматривать Search Volume и уровень конкуренции. Для того, чтобы добавить все эти данные в кластеризатор, необходимо сохранить в каком-нибудь известном для него формате. Для этого нажимаем файл, Save As, выбираем папку Downloads и выберите формат, я думаю, который хорошо известен, допустим, Excel 97 2003 Workbook. Да. Сохраняем в этом формате и далее можно перейти непосредственно в кластеризатор и загрузить данный формат. Да. Uber Suggest SEO. Добавляем в кластеризатор. Для этого необходимо нажать кнопку «Загрузить». Получаем такое окно, где подбираем правильные поля. Да. Keyword – это у нас непосредственно ключевые фразы. Частота это Search Volume, да, то есть даже кластеризатор правильно понял. KD это Competition, все правильно. Стоимость клика, как мы помним, показала в виде дат, то есть пока этот параметр игнорируем. Нажимаем применить. Все данные добавляются в кластеризатор. Далее необходимо просто нажать поиск. Нажимаем поиск и непосредственно получаем полностью разгруппированный список ключевых слов, причем бесплатно. Да, Uber Suggest нам дает эту информацию, наш кластеризатор это группирует, и вы за это не платите. Да, единственное, необходимо подождать, пока пройдет эта загрузка. Как правило, если список небольшой, мы видим 1000 ключей, да, это меньше минуты. Если списки уже больше, пока на данном этапе кластеризатор наш обрабатывает списки до 20 тысяч ключей, мы работаем над увеличением, потому что тестово мы добивались и 100 тысяч ключей, но не всегда это работает корректно, поэтому пока не добавляйте эту функцию, думаю, в будущем мы ее обязательно подправим. Вот, мы получили разгруппированный список ключей с частотностью и уровнем конкуренции. Да. Если же вы хотите более широкие настройки непосредственно в кластеризаторе, да, то есть вы можете ввести их сюда. Допустим, считать как одно слово. И
допустим, что с этого списка мы можем считать как одно слово? Search engines, да, это, я думаю, search engines, поисковый механизм, да, или поисковой системы. То есть нажимаем повторный поиск, да, он его не будет разбивать на отдельные кластеры. С этими фильтрами можно играться, да, тут есть минус слова, список игнорируемых слов. В принципе, можно и без них кластеризировать, разбивать по группам. Многие, кто пользовались нашим кластеризатором, говорили, что он не группирует непосредственно, как они хотят изначально. Я вам скажу, на самом-то деле ни один кластеризатор это не делает, потому что, знаете, контент бывает разный, да, у кого-то длинный контент, это какая-то статья с полной информацией, у других, возможно, это короткая заметка, да, или какая-то карточка товара, которую нельзя оптимизировать под множество ключей. Это легко проверить, да, в топе, к примеру, Википедия, она, как правило, показывается по высокочастотным запросам, по менее низкочастотным это уже могут быть какие-то коммерческие сайты. При этом коммерческий сайт может иметь свой блог и также само добавить множество ключей, поэтому для удобства используйте расширенные функции кластеризации, да. Вот. Следующий инструмент, который мы рассмотрим, это непосредственно Google Keyword Planner. Мы уже не раз рассказывали про этот SEO-инструмент, но в чем разница? В том, что произошел определенный редизайн и расширился функционал, да, добавились новые модули. Также можно работать в старом интерфейсе, кнопочка находится здесь, но мы рассмотрим новый интерфейс. Чтобы зайти в планировщик ключевых слов, вам необходимо зарегистрироваться в Google AdWords и перейти непосредственно в инструменты планировщик ключевых слов. Да, вы попадаете в это окно, в котором необходимо ввести варианты ключевых слов. Давайте введем SEO по-английски, SEO по-русски и запросы ближе к нам, продвижение сайта, раскрутка сайта. Все ключи вводятся через запятую, после этого нажимаем начать и посмотрим, в чем же разница между старой и новой версией. Как мы видим, было найдено 1366 вариантов. Фильтры по региону уже показываются вверху. Тут же и фильтр по языку. Поисковой системы, да, можно выбрать, допустим, поисковую систему Google и партнеры. Как правило, там особо список не расширяется. Можете поменять регион, да, допустим, или под Россию, или уже там весь мир выбрать, или непосредственно какой-то город. Язык русский стоит, ставите английский и тому подобное. Здесь есть кнопочка «Скачать варианты ключевых слов». Нажимаем, и данные все скачиваются в CSV формате непосредственно к вам на компьютер. Вот, тут есть возможность фильтры за определенный период. По умолчанию стоит за год. И чем интересен этот новый инструмент в том, что показывает сезонность запросов. Да, мы видим в июне, в июле немного идет спад. А так в основном этот запрос не обладает большой сезонностью, да, то есть это круглый год работает. В принципе, даже не обязательно заходить в Google Trends, но мы все равно Google Trends также рассмотрим. Далее мы видим список ключевых слов с частотностью, уровнем конкуренции, да, в контекстной рекламе, и разница между новым и старым инструментом в том, что показывается стоимость клика минимальная и максимальная, да, то есть это удобно для настройки контекстной рекламы. У меня показывается в гривнах, у вас может быть рубли, доллары, евро или какая-нибудь другая валюта, которая настроена по умолчанию. Вот таким образом выглядит список. При этом группировки ключевых слов уже в новом функционале нету, да, то есть будем также само все это группировать в нашем кластеризаторе. Вот, давайте рассмотрим второй блок. Здесь тоже можно получить интересную информацию. Вводим те же ключи, что и в первый блок. И посмотрим, чем же они отличаются. Вводим, смотрим. Буквально за пару секунд находится вся информация. И тут уже Google нам показывает, что при
расходах 8400 гривен мы получим 19 конверсий. Цена за клик 6 гривен в среднем, да, то есть 19 конверсий, средняя цена за конверсию 430 гривен, ценность конверсии, количество кликов. Довольно-таки полезная информация, да, при планировании бюджета и возможных заработков. Понятно, она ничего общего не имеет с реальными данными, но для планирования это довольно-таки интересно, да, лучше получить такие данные изначально, чем предполагать. Далее, давайте все-таки рассмотрим тот файл, который мы скачали с Google Keyword Planner. Я его открою, да, непосредственно мы видим этот формат файла. К сожалению, наш кластеризатор тоже не понимает, потому что обновление вышло недавно. Мы не были к этому готовы, мы обязательно это подкорректируем в будущей версии кластеризатора. Но здесь вручную вы можете удалить колонку с валютой и непосредственно скопировать, да, частотность и список ключевых слов. Давайте все эти данные скопируем, для того, чтобы мы могли разгруппировать по группам. Копируем все данные. И также само вставляем в кластеризатор все эти данные для группировки ключевых слов. У нас есть целое поле, куда можно это ввести. После этого нажимаем поиск. И получаем группировку ключевых слов. То, что Google Keyword Planner не сделал в новой версии, решаем с помощью нашего кластеризатора. Да, то есть это буквально отнимает меньше минуты, потому что список ключевых слов небольшой. Также разница в чем старого и нового инструмента, в том, что все-таки список побольше, да, потому что в старом Google Keyword Planner было не более 700 вариантов, сейчас их уже 1366. Как вы видите, Google показывает все больше вариантов низкочастотных запросов, да, или ключей с длинными хвостами. Вот, все, наш кластеризатор список собрал и разбил по группам. Да, тут, видите, можно сразу убрать не тематические группы, потому что Google Keyword Planner предложил вот создать сайт, создание сайта. Мы непосредственно спрашивали именно продвижение. Вот, поэтому вот эти все запросы, которые не имеют отношения к вашему виду деятельности, да, можно выделить и непосредственно удалить прямо в кластеризаторе, оставить только те ключевые слова и группы, которые вам необходимы. Да? То есть это намного проще и быстрее работать непосредственно таким методом, да, чем вручную перебирать весь этот огромный список ключей. То есть мы получаем тематические группы, там далее вы можете с ними работать, проверять, какие действительно лучше оставить, какие удалить, какие, возможно, необходимо объединить в одну группу. То есть эти решения вы уже принимаете самостоятельно. Вот. Следующий инструмент, который мы рассмотрим, это Answer the Public. Этот инструмент работает только в англоязычном сегменте. Вот. И непосредственно здесь чем он интересный, давайте введем ключевое слово SEO и посмотрим варианты ключевых слов, которые мы получим. Он показывает множество вариантов вопросов, предлогов, сравнений. Эти данные очень полезные. Допустим, если вы пишете техническое задание для написания контента в ваш блог. Данные показываются в виде инфографики. Нажимаем Data, чтобы получить непосредственно списки. И тут мы видим вопросы, какие пользователи в интернете задают. Да, то есть мы видим полные списки вопросов. Инструмент бесплатный, также не требует никаких регистраций. Есть возможность выкачать эти данные. Также проверяем. Мы видим непосредственно, это уже у нас были prepositions, да, предложения. Потом comparisons, это сравнение. То есть мы видим полные данные. К сожалению, да, работает действительно только на англоязычный сегмент. Но если вы продвигаетесь там, я думаю, вам будет полезный этот SEO tool. Идем далее, инструмент LCA Graph. Чем интересен этот SEO tool? Тем, что он действительно бесплатный, и он подсказывает нам LCI, это ключевые слова, Latent Semantic Index, ключевые слова, которые вы видите в поисковике внизу выдачи. Да, вот, к примеру, давайте введем слово «как заработать».
и посмотрим варианты LCI, да, вот видите, пока как заработать деньги дома, как заработать деньги школьнику и тому подобное. То есть этот инструмент собирает их большее количество, да, если мы сейчас видим их всего 8 вариантов, давайте посмотрим, сколько соберет нам их LCI. Для работы с этим SEO инструментом необходимо нажать галочку «Я не робот», потому что данные будут вытягиваться именно с вашего IP в поисковых системах. После того, как вы подтвердили, что вы не робот, возможно, выскочит у вас окно, нажать какие-то картинки у меня не выскочили. Хорошо, нажимаем «Генерировать» и непосредственно идем и смотрим варианты LCI, то есть однородных ключей, которые показывает этот инструмент. Как мы помним, в Google их было 8 вариантов, да, давайте сравним, сколько их показывает LCI граф. Ну, как мы видим, их больше, да, то есть большее количество вариантов. Эти ключи можно использовать для расширения вашего контента. К примеру, если вы пишете статью «Как заработать в интернете», вы можете расширить их на вот эти ключи: школьнику, с нуля, быстро и тому подобное. Вот, идем далее. Далее рассматривайте инструмент как поисковые подсказки, да, вот вводите какой-то ключ, и вам, в принципе, поисковик сам подсказывает варианты ключей, которые можно ввести. Допустим, давайте введем «Как заработать в интернете». Нажимаем снова пробел, и нам предлагает множество других вариантов. Это ручной метод, он, конечно, отнимает времени, но здесь иногда можно найти интересные идеи, которые действительно должны показывать SEO-инструменты, потому что 15% поисковых запросов появляется в Google ежедневно, да, которые до этого вообще ни разу никто не вводил. Поэтому, если вам интересно, можете таким образом провести мозговой штурм, вводить какие-то ключи, да, и получать варианты, которые будут, возможно, полезны для вашего контента, да, или для написания нового контента. Следующий инструмент – это WordStat Яндекс. Практически все им пользуются. Для работы с ним необходимо залогиниться. Я сделал это с помощью Facebook, да, можете сделать с помощью Яндекс аккаунта или другим методом. Но мало кто использует такую application, да, это приложение для Google Chrome, которое называется Яндекс WordStat Helper. Чем оно помогает? Давайте введем наш запрос «Как заработать в интернете». Оно помогает вам выбирать необходимые ключи, да, то есть мало того, видите, он помнит ту информацию, что я уже нажимал, и видите, напротив каждого ключа стоит плюс-минус, да, то есть вы, допустим, при нажатии плюса он добавляет в буфер обмена, да, данный ключ. Нажимаем плюс, плюс, и все эти данные попадают, да, допустим, если вы не хотите продвигать, заработать 200 рублей в интернете, какую-то мелочь, не нажимайте на этот плюс. Допустим, если вы случайно добавили какой-то вариант, можете просто нажать, и он его исключит и уберет с этого списка. Далее вы просто все копируете в буфер обмена, и у вас готовый список, который можно непосредственно уже работать. Да? То есть довольно-таки быстро, удобно с помощью Яндекс WordStat Helper. Следующий инструмент, который мы рассмотрим, это статистика поисковых запросов Mail.ru. Здесь также есть свои плюсы. Конечно, данные намного меньше, чем в Google Keyword Planner и WordStat Яндекс, но тут есть свой плюс. Давайте введем наш стандартный запрос «Заработок в интернете» и посмотрим варианты ключей, которые предлагает нам этот инструмент. Что мы видим? Да, помимо частотности мы еще видим пол и возраст юзеров, которые вводили этот запрос. Да, вот как мы видим, что заработком в интернете больше всего интересуются люди в возрасте 19-25 лет, да, и 35-49 лет. Как мы видим, женщины интересуются этим намного меньше. Да, то есть давайте введем какой-то более мужской запрос, к примеру, рыбалка. Давайте посмотрим, что тут у нас. Как мы видим, мужчины 35-49 лет, даже и 50-65 интересуются больше, женщины практически в 2 раза меньше. Да? Скорее всего, они узнают, где проводят время их мужчины. Да? То есть
этот инструмент интересен тем, что вы можете создавать контент под непосредственную персону, да, то есть вы узнаете возраст и пол вашей персоны и создаете контент под эту личность. Это будет более дружественный контент, то есть вы будете непосредственно, читатель вашего контента будет чувствовать, что вы общаетесь с ним, что повышает поведенческие факторы. Полезный инструмент. Следующий инструмент, который мы рассмотрим, это Google Trends. Чем он интересный, что он показывает сезонность запросов. Да, давайте введем подарки на 8 марта. Как мы видели, в новой версии Google Keyword Planner тоже показывает сезонность. Но пока Google Keyword Planner вышел, давайте проверим, как работает этот инструмент. У нас изначально у меня стоит United States, меняем на Россию. Давайте посмотрим. Как мы видим, да, вот подарки на 8 марта, сезонный запрос, и вот где-то уже с февраля месяца мужчины начинают интересоваться этим запросом все больше, да, и вот как мы видим уже где-то к 8 марта уже наступает пик, потом идет падение практически под ноль, да, и далее целый год никто не интересуется этим запросом, да, можно выбрать непосредственно определенный период, категории даже, категории, которые вашей аудитории, да, и тому подобное, довольно-таки удобный бесплатный инструмент. И последний инструмент, который мы рассмотрим, это утилита для быстрого сбора ключевых слов. Ее разработали специалисты нашей компании. Для чего мы это сделали? 15% ключевых запросов появляется в поисковиках ежедневно, которые до этого ни разу никто не вводил. Если вы знаете про эти ключи, вы можете их скомбинировать, да, то есть получить варианты ключей. Это может быть выход нового товара или какая-нибудь новость. Как работает утилита? Здесь 6 полей, их необходимо заполнить. Да? Возможно заполнить всего несколько полей, не обязательно все. Здесь есть кнопка, которая показывает, как это работает. Достаточно на нее кликнуть, и вы получите список ключевых слов. Да? Давайте посмотрим поля. Да? Вот первое поле это окна пластиковые, окна ПВХ, окна, стеклопакеты. Второе купить, заказать, заказ, установка и тому подобное. То есть мы вводим варианты для комбинации, и вы получаете непосредственно, даже есть минус слова, получаете варианты ключей. Вот. Далее можно проверить непосредственно трафик по полученным ключам. Необходимо кликнуть на ключевое слово, и подгружаются данные с WordStat Яндекса. Это все, что я хотел сегодня рассказать по бесплатным утилитам по поиску ключевых слов. И далее мы перейдем к платным инструментам, которые все-таки предлагают больше функционал, больше данных, больше вариантов ключей. И непосредственно самый важный параметр — это уровень конкуренции именно в SEO-рекламе. Вы можете спросить, зачем нам использовать платные инструменты, если мы имеем такое огромное количество бесплатных инструментов? На самом-то деле платные инструменты дают более полную картину. Они показывают огромный список низкочастотных запросов, такие важные параметры, как уровень конкуренции в SEO, а также позиции сайта в поисковой системе по определенным запросам. Эти параметры очень важны для построения правильной стратегии продвижения сайтов. Oh my! Если у вас небольшой сайт, то вам будет достаточно использовать только бесплатные инструменты. Для больших проектов или для SEO-компаний лучше все же использовать платные инструменты, такие как Ahrefs или Serpstat. Вы можете выбрать один сервис. Мы сейчас подробно расскажем преимущества каждого из этих сервисов. А теперь давайте рассмотрим платные инструменты. Для примера я вам покажу, как пользоваться Serpstat и Ahrefs. Ahrefs мы больше используем для англоязычного сегмента, потому что он по сравнению с Majestic, Moz, Semrush и тем же Serpstat предлагает самую большую базу ключевых слов. Давайте введем, к примеру, запрос Weight Loss Supplements в зоне Великобритания, United Kingdom. И соберем варианты ключевых слов. Чтобы зайти в Ahrefs
именно в анализ ключевых слов, вам необходимо нажать этот модуль в верхнем меню. Вот, мы получаем 1310 вариантов Weight Loss Supplements. Давайте посмотрим непосредственно этот список ключей. Чем интересен Ahrefs? Во-первых, он показывает уровень конкуренции в SEO. На сегодня это самый корректный параметр, потому что у Ahrefs самая большая база доноров в интернете. И по этому параметру вы можете ориентироваться, сколько примерно денег вам необходимо тратить или ссылок на продвижение ключевого слова. Да. Если вы видите, что параметр в зеленой зоне, то в принципе это минимальные бюджеты. Как правило, этот параметр измеряется от 0 до 100. Что мы видим? Множество ключей, они не имеют высокий уровень конкуренции, поэтому их намного проще продвинуть. Вот. Те же ключи, которые имеют же все-таки высокий уровень конкуренции, вы должны понимать, что их необходимо продвигать долго. Далее мы видим стоимость клика в контекстной рекламе, частотность ключевого слова. И чем интересен Ahrefs, что он даже показывает количество кликов, если вы будете в топе по данным ключам. Потому что многие оценивают количество кликов от частотности, но не по всем запросам кликают одинаково. Да? Если мы видим Weight Loss Supplements, то количество кликов равно где-то 1468. Практически равно частотности. Иногда даже больше частотности, потому что подтягиваются с этими ключами множество других ключей с длинными хвостами. Вот, вы можете посмотреть поисковую выдачу непосредственно Google, да, то есть какие сайты, сколько ссылок у них, сколько доменов, какой трафик имеет и тому подобное. Вот, это довольно-таки удобно. Давайте экспортируем данные полученные. Для этого надо нажать экспорт, и данные сохраняются довольно-таки быстро. Экспортируем и добавляем непосредственно в наш кластеризатор ключевых слов. Да, нажимаем кнопку загрузить и давайте разгруппируем этот список ключей. Все довольно-таки быстро. Ahrefs файлы кластеризатор понимает самостоятельно. Нажимаем после этого поиск. И разбиваем по группам ключевых слов. Этот процесс отнимает не больше, чем пару минут. По сравнению с аналогами другими кластеризаторами выполняется довольно-таки быстро. Так как список небольшой, то скорее всего это будет меньше минуты. Да, то есть вы видите эту загрузку, как она идет. Вот. После того, как загрузка доходит, мы увидим группы объявлений. Бывает, что загрузка останавливается на 100%. Это не означает, что кластеризатор заглючил. Просто ему надо где-то немного больше времени на отображение выбранных групп ключей. Да, вот как в данной ситуации мы видим 100%. Ну, сразу загрузилось. Что мы видим? Все разбито по группам. Давайте проверим каждую группу. Если вы видите, что какие-то ключевые слова разбиваются на... Если вы видите, что группировка довольно-таки широкая, и у вас контент создан непосредственно под более узкую группировку, для этого нажимайте «Расширенные функции» и вводите дополнительные параметры. К примеру, считать как одно слово в данной ситуации мы можем weight loss, потому что, чтобы система не разбивала на отдельные кластеры, мы показываем, что это одно слово. Если контент создан под более низкочастотную тематику, выбирайте среднечастотные или низкочастотные запросы и можете повторно кластеризировать данный список уже под ваши параметры. Потому что в интернете есть сайты, на которые, страницы которые показывают несколько тысяч ключей в топе. Другие же страницы сайтов показывают всего лишь там 5-10 ключей.
Мы понимаем, что не бывает кластеризации под каждый контент одинаковая. Она везде разная, поэтому вы должны оценивать самостоятельно, да, выбирать эти параметры высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные запросы, чтобы вы понимали, какой уровень кластеризации больше подходит под ваш контент. Допустим, если какая-то карточка товара, то можно даже выбрать микрочастотные запросы или низкочастотные запросы. Вот. Также у нас есть функция расширенные кластеры для семантики. Это если какие-то группы ключей не попадают ни под одну группу, система самостоятельно выбирает более подходящие группы ключей. Да, вот, к примеру, вот у нас собралось множество групп ключей, но одна из групп ключей будет, если перейти на следующей странице, это не сгруппированные группы ключей. Да? То есть в данной ситуации вы можете просто нажать эту галочку, и тогда система непосредственно покажет, сгруппирует их. Вот видите, не сгруппировано 196 ключей. Да? Соответственно, чтобы, если вы хотите все-таки сгруппировать эту группу, да, вот, вы можете нажать эту галочку или уже вручную перегруппируйте, посмотрите. Нас часто критиковали за этот кластеризатор, что он не собирает семантику как удобно непосредственно каждому. Я вам скажу, ни один кластеризатор в интернете этого не делает. Вы должны выбирать гибкие настройки, что больше вам подходит. Иногда даже вручную можно перепроверить списки, но это все равно намного быстрее, чем делать эту работу вручную. Вот. Второй инструмент — это Serpstat, довольно-таки популярный в русскоязычном сегменте. Разница от Ahrefs в том, что он еще собирает данные по Яндексу. Давайте введем какое-то слово, к примеру, заработок в интернете. И непосредственно по Яндексу соберем данные. Вот, у нас 681 вариант ключей. Нажимаем показать все, а хотя можно даже прямо отсюда это все экспортировать. А нет, только в PDF формате, поэтому все-таки надо зайти, нажать все и выгрузить непосредственно данные в CSV формате. Вам необходимо подождать, пока появится этот файл. Вот он появился, нажимаем скачать. Заходим в наш кластеризатор. Вы можете открыть отдельную страничку, либо непосредственно работать на этой странице. Но для этого необходимо очистить все поля и добавить данные Serpstat по Яндексу. Кластеризатор также понимает этот файл. Вот, видите, все данные быстренько загрузили в систему. Дальше, если вы не видите какие-нибудь дополнительные настройки, сразу нажимаете поиск. Да, выбирайте тот уровень частотности, который вам больше подходит. Здесь нет того, что работает одинаково для всех. Вот, то есть мы нажали поиск, ждем нашу кластеризацию. Так как список небольшой, данные будут показаны менее чем за минуту. Вот они собраны. Вот, все разбито по группам. Все данные сохранены, частотность, уровень конкуренции и стоимость клика в контекстной рекламе. Все быстро, удобно. Это не нужно делать вручную. Всю эту работу за вас выполняет кластеризатор. Теперь мне интересно ваше мнение. Какие инструменты вы планируете использовать? Это WordStat Яндекс или Google Keyword Planner? Или все же вы планируете купить платные инструменты, такие как Serpstat или Ahrefs? Пишите все ваши вопросы в комментариях. Мы обязательно дадим ответы на каждый заданный вопрос. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Это главная мотивация для нас, чтобы мы снимали новые видео. И до новых встреч, которые они вводят в поиск. Далее мы на примерах... Ну что-то вот примеры твои. А также один из самых ставьте лайки. Не забудьте. Блин, ну вот это, да, произнеси.